Верите ли вы в существование жизни за пределами Земли? Возможно, какая-нибудь инопланетная раса прямо сейчас за нами наблюдает и строит свои планы. Без доказательств в это сложно поверить, но они есть. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске вы увидите реальные доказательства существования инопланетян. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Приятного просмотра. Абидосские иероглифы. Предлагаю начать с древних доказательств, ведь инопланетяне могли быть на Земле задолго до нашего времени, и существует множество тому доказательств. Одним из главных таких доказательств являются абидосские иероглифы. Взгляните на это. Эта плита с искаженными иероглифами была обнаружена в одном из залов поминального храма фараона Сети в Абидосе. Здесь отчетливо можно увидеть вертолет, подводную лодку, дирижабль и планер. Можно с уверенностью сказать, что эти панели были изготовлены задолго до наших дней, а значит, у людей еще не было ни малейшего представления об этих современных средствах передвижения. Кажется, что эти плиты являются неопровержимым доказательством существования инопланетян. Однако в ходе исследования плит египтологи обнаружили кое-что интересное. Выяснилось, что прежняя надпись была замазана, и поверх нее нанесена новая. Это значит, что эти иероглифы всего лишь оптическая иллюзия, вызванная в результате наложения изображений друг на друга. Но не стоит расстраиваться, у нас впереди еще много артефактов, которые могут свидетельствовать о том, что инопланетяне посещали нашу Землю. Одним из таких являются странные барельефы на острове Нуку-Хива. Странные статуи на острове Нуку-Хива ставят в тупик даже самых опытных археологов. Барельефы и отдельные статуи изображают существ с человеческим телом и головой страны рептилии. Глаза у них огромные и округлые, а вот рот расположен очень низко. Туземное население острова совершенно ничего не знает ни о скульптурах, ни о народе, который их создал. За тысячелетия люди, жившие на острове, поменялись, и история коренного народа неизвестна. Когда остров был в 16 веке открыт европейцами, его населяли дикие племена собирателей и каннибалов. Но вот кто создал статуи, до сих пор неизвестно. Туземцы считают, что на них изображен бог Оно, создатель мира. Археологи предполагают, что статуям не менее 150 тысяч лет, а изображают они жрецов в ритуальных масках. Вот только маски уж больно странные. Конспирологи уверены, что когда-то на острове жила целая колония инопланетян. Они проводили над людьми чудовищные эксперименты, а статуи, оставленные ими, изображают гибридов человека и инопланетянина. Зрелище действительно жутковатое. Странная статуэтка. На территории современной Сербии была найдена статуэтка четырехглазого, ей больше 7000 лет, и она изображает неизвестного гуманоида с 4 глазами. Однако это может быть вовсе не лицом, а всего лишь маской скафандра, тогда многое становится понятным, больше о статуэтке ничего не известно. Кадры из Пентагона. На видео, снятых с военных самолетов, слышно, как один из сотрудников Пентагона сообщает своим коллегам о происходящем. Кадры были опубликованы Пентагоном в апреле 2020 года. Одна из них была записана в ноябре 2004, две другие в январе 2015 года. На видео видны летающие объекты. Один из них был в форме волчка, который двигался против ветра, а другой в форме сферы, заключенной в куб, отмечали пилоты. Внешне они не похожи ни на какие известные летательные аппараты. Слышно, что один из летчиков пребывает в шоке. На видеозаписи слышны разговоры военных, которые удивлены тем, что объект летит против ветра, который достигает на такой высоте скорости 120 миль в час или 193 км в час. В конце видео объект начинает вращаться. Диск Сабу. Этот удивительный артефакт до сих пор ставит ученых в тупик. Когда я впервые его увидел, мне показалось, что он напоминает диск от стиральной машины. Это, конечно, шутка, однако он свидетельствует о том, что в древности египтяне умели проектировать очень сложные вещи и наводит на мысль, что они могли пользоваться артефактами другой, более высокоразвитой цивилизации, и намекает на то, что именно тогда инопланетяне посещали нашу Землю. Диск Сабу представляет собой каменный диск с 3 отогнутыми лепестками. Некоторые считают, что это модель части механизма более высокоразвитой цивилизации. В некоторых местах толщина камня достигает всего 1,5 мм. Значение его до сих пор неизвестно. Диск Сабу можно увидеть в Каирском музее под стеклом витрины в комнате номер 43. Ему более 5000 лет, и он найден в гробнице принца Сабу, недалеко от ступенчатой пирамиды фараона Джосера, но сам артефакт как минимум на 2-3 века старше этой самой древнеегипетской пирамиды. Согласно официальному мнению, диск представляет собой светильник или часть светильника. Артефакты культуры Хуншань.
Сама культура Хуншань – это археологическая культура в северо-восточном Китае. Несмотря на то, что китайцы позиционируют себя как очень древнюю цивилизацию, о людях, которые жили в Китае 6-7 тысяч лет назад, почти ничего не известно. Цивилизация Хуншань – отличный тому пример. Зато она оставила после себя множество странных фигурок, которые невероятно сильно похожи на гуманоидов из нефрита, больше не встречающихся нигде на Земле. Они изображают странных существ, часть из которых оседлали водные скутеры, другие самолеты. Третьи изображают человечков со странными каплевидными головами и удлиненными огромными глазами. К культуре Хуншани китайцы относят и 36 огромных пещер, найденных в 1999 году в горах Хуаншань. Площадь самой большой из них достигает 12 600 квадратных метров. Пещеры точно рукотворные, в этом нет никаких сомнений. Большая часть из них правильной геометрической формы. Свод поддерживают колонны, а внутри устроены бассейны, мосты через подземные реки, лестницы и переходы. Однако существуют две загадки пещер, над которыми бьются ученые. Пока что никто не может объяснить, следы каких древних механизмов обнаружены на стенах пещер. Дело в том, что они напоминают следы современных машин, которые прокладывают туннели и метро. А во-вторых, непонятно, куда китайцы дели все те кубометры породы, которая была вынута при строительстве пещер Хуаншаня. Если у вас есть своя версия на этот счет, напишите в комментарии. Добби. Добби – это домашний эльф, персонаж книг и фильмов о Гарри Поттере. Жительница Колорадо опубликовала в сеть видео, снятое на камеру ночного видения у ее дома, на котором появилось странное существо, похожее на Добби. Видео стало набирать популярность, потому что пользователи стали активно размышлять, что же попало на камеру наблюдения. На кадрах в какой-то момент показывается ушастое существо с худыми ногами, которое идет вдоль машины, пританцовывая, как будто радуется чему-то. Видео посмотрели больше 5 миллионов человек. В 2018 году где-то в небе над Нью-Йорком заметили загадочный объект. В интернете появилось видео, на котором в небе на большой скорости пролетает дискообразный объект. Многие считают эти кадры доказательством существования НЛО. По мнению экспертов, на видео явно не самолет. При замедленном воспроизведении можно рассмотреть, что у летящего объекта нет крыльев, а расцветка темная. Уфологи убеждены, что это видео доказывает существование инопланетян в штате Нью-Йорк. Они также исключают вероятность того, что это птица или дрон, так как объект пролетал за облаком. Получается, ученые и исследователи сами загнали себя в угол, и теперь им придется признаться, что это неопознанный летающий объект внеземного происхождения. Мадонна со святым Джованнино. Так называется картина известного художника Доменико Гирландайо. Он жил в 15 веке в Италии. Если впервые на нее посмотреть, то вы не увидите ничего необычного. Однако, если присмотреться, то можно заметить кое-что странное, а именно необычный объект, летящий в небе. Если учесть, что картина была написана в 15 веке, то стоит удивиться и озадачиться. Тема, что же хотел им передать художник этим посланием? Возможно, художник хотел намекнуть, что мы не одни во вселенной. А может быть, это просто неудачно нарисованное солнце или облако. К сожалению, до истины мы вряд ли доберемся. Инопланетное интервью. Не так давно в сети появилось очень необычное видео, где некто берет интервью у настоящего пришельца. В интернет просочился видеоматериал, в котором записано интервью с инопланетянином. Данная видеозапись неожиданно появилась в сети из засекреченных архивов. Неизвестное существо с охотой рассказывает о собственных соображениях на различную тематику. По словам гуманоида, мировое сообщество ожидает жестокая ядерная война, которая сформирует новую расу на Земле, в число которой входит и данный респондент. Существо уверяет, что благодаря современным открытиям, перемещение во времени и пространстве не представляет большой трудности для человечества. Но по словам гуманоида, он имеет цель лишь наблюдать за происходящим на земном шаре. Лично мне показалось, что некоторые ответы пришельца немного схожи с человеческими, что не совсем естественно для него. С другой стороны, все выглядит так, будто настоящий инопланетянин действительно решил слегка помочь человечеству и предупредить о будущем. Бельгийская волна НЛО. Это серия свидетельств об увиденных НЛО в небе Бельгии в 1989 до 1991 годах. Сообщения об увиденных НЛО начали поступать в полицию Бельгии в ночь с 29 на 30 ноября 1989 года. На следующий день свидетели заметили необычную формацию света, двигавшуюся над городом Бруж. Спустя несколько дней, 5 декабря, НЛО было зафиксировано на радарах бельгийской военной авиации.
которая пыталась перехватить объекты, но истребители не смогли приблизиться к НЛО, который маневрировал, меняя скорость и направление движения. Свидетели сообщали об очень больших треугольных объектах с яркими огнями на углах, движущихся без звука на значительной высоте. Наблюдения продолжались до марта 1990 года. Причина этих явлений так и не была объяснена, однако многие исследователи склоняются к тому, что наблюдения связаны с милитаризацией космоса и возможными технологическими разработками в сфере воздушной и космической техники, скрытыми от общественности. Бельгийская волна НЛО стала одним из самых известных случаев в мире и привлекла широкое внимание научных и исследовательских групп, а также отдельных исследователей и многих любителей паранормальных явлений. Ну а напоследок задам вопрос из начала выпуска. Верите ли вы в существование инопланетной жизни? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.